Ну что, тот, кто видел афишу, вот название проповеди, но это название, да, а тема смех. На самом деле в Библии есть достаточно много мест, где Господь описывает это явление, описывает по-разному. И я хочу пригласить вас в Бытие, в 17 главу. И по факту там было два человека, которые смеялись. Но мне очень хочется разобраться с природой вот этого смеха. И казалось бы странно, действительно, как вот в заметке Тараса Тельковского там его обвиняют в том, ну, косвенно обвиняют в том, что типа это нельзя смеяться в такой ситуации, война на пороге с Украиной там, и так далее. Но кто-то ему вообще сказал, что смех в таких ситуациях больше сравним с истерикой. Но, на мой взгляд, вот как раз история, которую я хочу вам рассказать, потому что там он говорил об эсфире, и там немножко другая грань, о том, как Бог посмеялся над планами Амана, так вот, если коротко. Но я хочу показать вам, как смеется человек, и что заставляет, какова природа смеха нашего. Многие, я уверен, узнают себя в этой истории, а может быть и даже просто вот прямое сходство увидит. И я хочу об этом вот сегодня поговорить. Я уверен, это поможет. Просто не пропускайте вот эти мгновения, не отходите там дремануть, послушайте это. Итак, Бытие 17, с первого стиха. Авраам был 99 лет. 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Третий стих. «И пал Авраам на лицо свое». Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою». То есть Бог с собою закреплял этот завет. «Ты будешь отцом множества народов». Вот уже формулировка завета. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма размножу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя, в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя, в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, в роды их, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». То есть всех мальчиков. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем, заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, в 8 день,
истребится, это серьезно, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе, это важно, от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Вот представьте себе, 16 стихов. Бог говорит Аврааму о том, что будет. То есть он пророчествует ему, раскрывая будущее, которого еще не видно. Но он уже разговаривает с Авраамом как с человеком, который как будто вошел уже в то будущее, и он ему говорит как о свершившемся факте: твои потомки, которые произойдут от тебя, этот завет будет тобою и ими, это будет между ними и мною и тобою. И тебя я называю Авраам, и жену твою не называй больше так, а называй Сарра, потому что она станет матерью множества людей, и от нее произойдут. И он говорит, Бог говорит Аврааму о таких потрясающих перспективах, что Аврааму они кажутся невероятными. И в результате вот этой оценки будущего, который услышал Авраам, 17 стих, «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от 100-летнего будет сын, и Сара 90-летняя неужели родит?» То есть он про себя подумал: какой смех, это умора просто, хохма есть такое еврейское слово, да ну, он упал на лицо свое и рассмеялся, и подумал про себя: это невероятно, это невозможно, это шутка какая-то. Но, смотрите внимательно, 18 стих, что он сказал Богу? Богу он вот что сказал. И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. То есть он не стал показывать Богу свою вот эту часть сокрушения от неверия. По факту он даже не поверил в это. Это настолько было невероятно. Скажем так, может быть, не совсем неверие, но Авраам был в шоке от той перспективы, которую он услышал. И снисходительно засмеялся. Нет, этого не может быть. Но 19 стих, смотрите. Единственное, на что у него хватило дерзновения, дерзости сказать Богу: хоть бы Измаил уже, потому что Измаил уже к этому времени был. Измаил хотя бы был жив. То есть он, образно говоря, минимизировал риски до Измаила. Ладно, я уже не знаю про сына какого ты там задумал, но хотя бы то, что есть, уже было сохранено. И смотрите, как Бог говорит ему. Бог же сказал Аврааму: именно Сара твоя, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И об Измаиле я услышал, лучше бы он не говорил, как говорится, уже слово не воробей. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, именно с Исааком, которого родит тебе Сара. В сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Посмотрите, как интересно развиваются события. Вообще мы все, наверняка все помнят вот этот смешок, вот это или хихиканье, дословно это хихиканье было с иврита,
Сары. Но посмотрите, здесь ведь Авраам тоже засмеялся. И рассмеялся он, скажем так, это был не искренний смех человека, которому рассказали шутку. Это был смех сокрушенного человека, чьей веры не хватало на то, чтобы принять то, о чем ему говорил Бог. Я когда это увидел, когда я на это наткнулся, я подумал, Господи, это мы. Это нас иногда поражает вот такой смех, это мы иногда, вообще там сказано, что он пал на лицо свое. Еврейское слово, которое переведено на русский язык как упал или пал, означает дословно отказался держать себя в силе, чтобы стоять на ногах. То есть он добровольно, это не было такое потеря сознания, это был добровольный отказ от владения собой. Как иногда мы говорим, все, я больше не могу, извините, я это вынести, это выше моих сил. Но это фраза, это слова. А Авраам в буквальном смысле рухнул, потому что он не мог это перенести. Вот знаете, я в этом вижу иногда Божий план, Божья стратегия, Божья тактика для нас настолько невероятными кажутся, что мы либо пытаемся найти этому какое-то логичное, материалистичное, рациональное объяснение, сразу просчитывая, как это может быть. Это вот так может быть, вот так может быть. И когда мы, анализируя все за и против, все обстоятельства физические, свое собственное состояние, мы приходим к выводу, нет, это невозможно. Не. Вот это один вариант. То есть мы, ну да, наверное, это как-то метафорично, может это в мифах, в сказаниях, может быть в памяти, да, это как-то так может потом реализоваться. Может быть вообще нужно это понимать духовно, а не буквально. Вот один подход. Второй подход, это как подход Авраама, он просто упал. Упал и засмеялся. И вот его смех скорее был похож действительно на что-то близкое к истерике. Когда люди смеются сквозь слезы, вот этот смех сквозь плач. Иногда чей-то смех вот в таком состоянии очень похож на плач, на рыдание, на вопль. И я вижу, как Авраам, еле сдерживая себя, вот в этом порыве отчаяния, слушайте, 99 лет, ему 90 лет царя. И то, что Бог ему говорит, это кажется не то, что невероятным, это кажется издевательством. Ты серьезно? Ты сейчас мне об этом говоришь? Что тебе мешало сделать это, ну, как минимум в 40, там, я не знаю, в 50, ну, в 60, в 70 хотя бы. Почему в 99, когда уже все потеряно, все надежды потеряны? Более того, я вроде как обрел какие-то смыслы в жизни, когда родился Ишмаэль, ну, тоже, надо сказать, чудо было. Но сейчас ты мне говоришь, что это вообще не то, оказывается, что это не твой план. И то, что ты мне сказал, это звучит как обвинение хотя бы Измаила. То есть ты хочешь сказать, что я с Исмаилом промахнулся, не то. И когда я читаю это, я думаю, Господи, мне с одной стороны так жаль Авраама, так жаль, вот вы же подумайте, представьте себе, ну, 99 лет, рождается ребенок, или перспектива рождения ребенка. Все, что с этим связано, сразу всплывает перед глазами человека. 99 лет. Я не знаю, проживу ли я еще год. Смогу ли я увидеть, как он пойдет в школу? Смогу ли я увидеть его подростком? Могу ли я научить его закону? Смогу ли я вообще с ним разговаривать? Доживу ли я до того момента, когда он
начнет разговаривать, увижу ли я, как он подружится с девушкой, смогу ли я женить его, хватит ли у меня сил, хватит ли у меня времени прожить этот кусок дороги, чтобы увидеть его будущее. Зачем ты мне даешь ребенка в такой поздний срок, и еще и так дразнишь меня, говоря о том, что будет их много, что будут потомки, что завет положу. Ну как это может вместить старик, который уже приготовился отходить? После Ишмаэля он думал уже об отхождении. Он полагал, и Сара думала, что вот так должен был реализоваться Божий план. Представьте, какая драма происходила там. И в этот момент Авраам просто отказывается больше держать себя в силах и падает. Падает. И, я думаю, нервно смеется. И Исхак, означает рассмеяться. А потом мне пришла такая мысль. Вот очень часто люди цитируют еврейские анекдоты, еврейские шутки. И это достаточно специфический юмор. Согласитесь, евреи шутят так, как никто больше в мире не шутит. Часто они шутят над собой в первую очередь. И еврейский смех или смех еврея — это почти всегда смех над собой, в отличие, кстати сказать, от жесткого сарказма других национальностей. Именно смех над собой поднимает человека, способность смеяться над собой, способность признать, что это настолько невероятно, что почти смешно. Это вообще черта великого народа. Но есть еще одна грань. Евреи — это как раз тот народ, над которыми все время смеялись, над их притязаниями. Помните, когда братья, двоюродные братья, кузены Иосифа услышали его сны, услышали его пророческие сны. Что они сделали? Они смеялись над ним, но смеялись злобно, не так, как мы смеемся над Comedy Club там, или над какими-то стендапами. Это был смех раздражения. Это был смех издевки. Ты кто такой? Эй, я тебя, не смеши меня. Это был смех издевательства. И евреи на протяжении всей своей истории слышали этот смех в свой адрес, ловили на себе эти усмешки, эти издевки. И до сих пор ловят, я скажу. До сих пор над ними смеются. Но мудрость гласит, смеется тот, кто смеется последним. И когда мы видим, как устроен этот мир, как устроена хотя бы финансовая система этого мира, экономическая, социальная, политическая, мы понимаем, что не до смеха нам, язычникам, бывшим, во всяком случае, не до смеха, всем не до смеха, кроме одного народа. Они не перестают смеяться. Они в концлагерях смеялись, они в газовых камерах смеялись. Они шутили над собой, когда другие рыдали и плакали, когда страдали и мучились. И я увидел потрясающую вещь. Вот смех смеху рознь, знаете. Посмотрите, над чем смеются люди в вашем окружении, и вы сможете с большой долей вероятности оценить их интеллект. Посмотрите, что вызывает смех, и над чем шутят люди, и над чем смеются, как шутят и как смеются, кто смешит, чем смешат, и над чем потешаются, над чем хохочут. Вы сможете с очень высокой степенью вероятности определить уровень IQ, уровень интеллекта. И это, в свою очередь, поможет вам определить степень доверия к этим людям, возможность отношений, возможность выстраивания близких отношений. Поверьте, это очень серьезно, это очень важно. И я думаю, что когда Господь говорил с Авраамом и показывал ему будущее, он не зря такой большой кусок времени из 17 стихов, почти большая часть этих стихов говорилась о завете и о знамении завета, об обрезании крайней плоти.
И я нашел тут книгу, я сейчас читаю очень интересную книгу «Тайные смыслы Библии». Это еврейский профессор, преподававший в университете в Израиле, в Тель-Авиве. Он вообще это запись аудио на какой-то, видимо, диктофон, и там магнитофончики записывали его лекции, и сейчас вышла книга. Ну, не сейчас, в 95-м году вышла книга. И там есть такая мысль, он такую мысль обозначил о том, что переводы слов еврейских на русский язык, как минимум, не всегда адекватно отражают суть явлений, которые закладывал еврейский автор. И вот фраза про обрезание, о том, что весь мужской пол должен быть обрезан на 8-й день, хотя Авраам, когда это услышал, он обрезал всех своих родственников, будучи старым. Но это был вот закон. Причем он их убедил, он не просто там заставил их, так, тащите сюда этого, резанем сейчас. Он убедил их, разъяснил их. Но это тема отдельной проповеди, я сейчас не хочу в это погружаться. Так же, как и Ной убедил своих родственников строить ковчег. Это потом. Посмотрите, обрезание крайней плоти. На самом деле там используется слово орал. И орал, или орел, правильно, еврейское орел, и транслитерация орал, означает не то, что сейчас, вот, может быть, кто-то думает, что это не с греческого, а именно с еврейского. Это означает край крайней плоти. А дословно это означает часть тела человека, которая не повинуется ему, или перестает повиноваться, или та часть, которая заставляет человека повиноваться волеизъявлению или вожделению этой части тела. Вот такой глубочайший смысл. И знаете, что на самом деле в Новом Завете мы видим эту интерпретацию через апостола Павла, когда Павел говорит о том, что обрезание или не обрезание сейчас не играет никакой роли, потому что в Ветхом Завете обрезание было по факту не самим заветом, а лишь знамением завета. А суть завета заключалась в том, чтобы человек, обрезывая крайнюю плоть, научился ее укрощать. Те мысли вожделенные, то, что заставляет человека впадать в искушение, то, что толкает человека на искушение и потом владеет им в искушении. То есть, другими словами, то, что ведет человека от праведности к греховности, от истины к лжи, вот это должно быть отрезано. Первые 4, по-моему, года плоды деревьев нельзя было есть, потому что это считалось неправильным, не готовым, не зрелым. Это не должно было употребляться в пищу. 8-й день, на который должны были обрезать ребенка, это день, который евреи считали началом нового. Неделя это 7 дней. Суббота, 7-й день. И после 7-го дня человек вступал в новую эру или в новый этап. И обрезание на 8-й день связано еще и с этим. Это как начало нового. И глубокие смыслы во всем этом. Но почему Бог говорит Аврааму о перспективах и предваряет эти перспективы знамением завета обрезания? Я увидел здесь такую вещь. Ты не сможешь войти в Божьи перспективы. Вот невозможно даже просто размышлять, я уж не говорю про веру, глубокую веру, доверие. Невозможно размышлять о Божьих планах без иронии, без сарказма, без смеха, не имея обрезанное сердце. Потому что обязательно эти мысли, минуя логику, минуя даже твою волю не думать так,
они все равно появляются. То есть такое чувство, как будто ты мозгами своими не контролируешь, ты ими не управляешь. Мы замечаем, что когда нам говорят или когда кто-то рассказывает о каких-то сверхъестественных вещах, которые для Бога абсолютно естественны, о каких-то перспективах или даже хотя бы просто нас вдохновляет кто-то, человек, который уже прошел кусок дороги, человек, у которого есть успех, человек, который имеет определенный уровень, и он говорит: да, братишка, ты прорвешься, у тебя получится. Когда люди говорят целым странам: вы сможете, у вас получится. Когда люди говорят компаниям, когда кто-то слышит какое-то вдохновение, часто первое, что появляется у нас, это вот это неосознанный пессимизм, неосознанный цинизм. И вот это, знаете, такая, ну как бы это такое слово, млявость в вере. Вроде как верю, ну верую, Господи, ну помоги моему неверию. Вот этот пессимизм, основанный исключительно на материалистических принципах. То, что вылетает в первую очередь, то, с чем мы даже справиться не можем. Мы хотим верить, но мы не можем убрать вот этот элемент. Нам хочется верить, но вот эта часть нам все время мешает. Бог говорит: ты не можешь быть в моем завете, если ты не обрежешь, не отрежешь и не выбросишь этот обрезок в сторону. Вот почему Бог Аврааму на 99-м году жизни так тщательно, так подробно описывает будущее и залог этого будущего. Потрясающие перспективы, которые вызывают даже нервный смех. И залог основания этих перспектив. И знаете, у евреев есть такая поговорка, вот я взял названием этой проповеди, как гора, подвешенная на ниточке. Мудрецы сформулировали эту поговорку, глядя на планы Божьи. То, что говорит Бог Аврааму, это как мегагора. Это даже горой назвать нельзя. Это просто как земля, как кусок глыбы такой. Глыба. Неподъемная, невообразимая, которую невозможно охватить мозгами даже в самых шальных мечтах и фантазиях. Но вся эта гора подвешена на нитке, на ниточке, которая называется вера. Вот так. И я смотрю на жизни патриархов, я смотрю на жизнь успешных людей, в вере успешных людей. Не в бизнесе именно, а в вере. И я вижу, что мы иногда, не иногда, очень часто, слишком часто, очень похожи на Авраама и Сару в этом смехе. И мы думаем, что вроде как в этом ничего такого, страшного нет. Но по факту это очень близко. Это проявление неверия. Это проявление пессимизма. Это проявление ограниченности нашей способности верить всемогущему Богу, Творцу, Хозяину Вселенной. Именно поэтому в нашей жизни наступают такие моменты, знаете, преддепрессивного или депрессивного состояния. Именно поэтому я вчера наткнулся на статью, это просто yeshua.org, есть такой журнал, и там статья, которая называется, сейчас я вам скажу, как она называется, это понравится. Значит, она называется... Сейчас, буквально секундочку. Вот. Дословно просто прочитаю название. Так, значит, биполярное расстройство у христиан. Как относиться к христианам с таким диагнозом?
Ну, во-первых, биполярное расстройство достаточно, как бы это так выразиться, не хочется никого обидеть, оно стало таким модным трендом. То есть, когда человек отказывается владеть собой, отказывается контролировать свои эмоции, он говорит, а у меня биполярка, ну вот что сделаешь, ну так получается. Сейчас весело, потом грустно, сейчас хреново, потом хорошо. Потом долго-долго много работать, а потом вырубился и все, и месяц можно спать. И вот сплю и не могу никак выспаться. То есть э, я полагаю, что это вещь духовна, даже когда это диагноз, если врачи, специалисты поставили диагноз. Я уверен, что это все-таки вещь духовная. Конечно, она проявляется или она выражается в химико-биологических процессах. Здесь и гормональный фон, это нарушение вообще баланса между гормонами. Но источник, причина этого нарушения, я уверен, кроется именно в духовной сфере. Именно про это я убежден, говорит Господь, когда рассуждает или увещевает Авраама про обрезание крайней плоти. Потому что есть моменты, есть этапы в жизни человека, когда ты способен, или когда способны твои родители, люди близкие, учителя, твои наставники помочь тебе отрезать куски, которыми ты не способен владеть, которые уже владеют тобою. Именно для этого существует такая методика воспитания. Именно поэтому Господь говорит, наставь юношу при начале пути, не совратится он, когда и состарится. Именно поэтому Бог в притчах описывает элементы и формы наказания. Но именно это нам мешает, во-первых, услышать полностью перспективу Бога для тебя. Во-вторых, принять ее верой. И в-третьих, самое главное, войти в это будущее. Вот именно это необрезанное сердце. Мы смотрим на эту гору, и нам кажется, что она как на ниточке. Вот в фильме «Аватар», кадр из которого я взял, показаны эти фантастичные образы. В Китае есть парк целый с похожими горами, они оттуда, видимо, взяли образность этих гор. Но у евреев есть вот эта мудрость. Это так четко отражает то, о чем говорит Господь. Да, это велико, да, это не вмещается в твои мозги, но это не вмещается в твои мозги. Попробуй вместить в сердце, попробуй принять это сердцем, попробуй пропустить это верой. Открой эти ворота и увидь меня, великого всемогущего Творца, который выдохнул из себя всю вселенную. О, я услышал недавно такую мысль. Богу пришлось сократить себя, чтобы появилось место для сотворения вселенной. И там, где была тьма, именно там, вот в этом черном, как люди сравнивают темноту, пространстве, в этой мгле Бог начал творить. Я недавно увидел картину, обратил внимание очередной раз на картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Я немножко начал выяснять, узнавать более детально об этой вещи. Вообще, сам факт того, что Казимир Малевич, будучи евреем, в 15 году нарисовал такое, было уже само по себе удивительным. То, что это привлекает до сих пор внимание, это тоже феномен. Но когда я не знаю, как люди, многие критики там по-разному уже оценивают всю эту картину, почему кто-то смыслы там какие-то видит особые, но я увидел черный квадрат. Во-первых, это не квадрат, строго говоря, если с математической точки зрения. Там не все параллельно и не все 90 градусов, не все одинаково. Во-вторых, оказывается, там не все черное, не совсем черное. Там вообще черной краски не было у него. Он смешивал краски, и таким образом появлялось черное. Он черную не использовал. Ну, да ладно. Так вот, я увидел в этой черноте то, что философы, то, что богословы, то, что мудрецы еврейские называют началом. Для большинства современных людей, ну и вообще для светского, для языческого понимания, черное означает конец, все, кранты, гроб. А в еврейском менталитете, в еврейской философии черное – это начало, из чего
Бог когда-то начал творить все, что Он создал. Из этой мглы тьма над бездною. И Дух Божий носился. И когда, Господи, как это донести? Когда Бог вмешивается в состояние, вот в эту атмосферу тьмы, нам кажется, что это мрак, это все, это финал, фатально. Но если мы учитываем, что есть Бог, который вот из этого как раз и создал все, то, чем мы наслаждаемся, эти птицы, этот закат, этот рассвет, этот прилив, отлив, это море, эти потрясающие деревья, эти цветы, эти краски, когда мы понимаем, что вот все это однажды находилось внутри этой тьмы, и благодаря Божьему видению, Божьей перспективе, Божьему пророческому слову, утверждающему план строения, конфигурации, конструирования, все это стало возможным, тогда просто действительно хочется сказать: Господи, прости меня грешного, прости за то, что я так ограничиваю Тебя, за то, что я воткнул Тебя в эту коробку своих мыслей, своего рационального суждения и не позволяю Тебе в моей жизни развернуться во всю мощь. И слава Богу за то, что Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Я хочу под занавес такую мысль вам подарить. Я не знаю, что вы видите. Видите ли вы какие-то глобальные проблемы? Наблюдаете ли вы какие-то ужасные конфликты? Может быть, перед вами встают нерешаемые задачи. И кажется, что просвета нет. Кажется, что ну все, вот это фатально, это финиш. Подумайте, может быть, это как раз та гора, которая подвешена на нити. Может быть, это как раз то время, тот хаос, из которого Бог начнет что-то творить, что-то созидать. Ему необходим человек, который бы поверил. И упаси вас Бог упрошать, умолять о каком-то Ишмаэле, который получился случайно, ну хоть бы он был жив. Не ограничивайте Бога. Он, кстати сказать, убедил Авраама, утвердил Авраама, будет жить, если надо, то будет. Если хочешь, я ему сохраню жизнь. Более того, 12 колен от него произойдет. Но завет я заключу все-таки с тем, кто называется посмеялся. С тем, кто явился как реакция на мои мегапланы. С тем, кто назван так, чтобы ты, как отец, и все последующие поколения помнили, не надо было смеяться. Зря ты посмеялся. Я верю, что Бог приготовил для нас что-то потрясающее. Давайте позволим Ему реализовать Его грандиозные планы в наших жизнях. Давайте не будем Его ограничивать. И давайте все-таки действительно будем мудрыми. Давайте увидим тьму как начало, а не как конец. Давайте увидим черный квадрат, черное пространство не как фатальность, а как то, из чего Господь когда-то начал созидать. Давайте позволим Ему в нашем черном квадрате, черном круге, или черном треугольнике, черном кресте, что угодно. Пусть Он начнет делать свою работу. Давайте мы отрежем эти куски, которые нам не подвластны и все время вылезают вперед. Давайте подрежем свои языки, давайте мысли свои немножко подрежем, сердца свои, плоть свою чуток подрежем, чтобы Бог мог действовать и являть нам свою славу в наших жизнях. Вот в это время, не когда-то там тысячи лет назад, а сейчас, вот в этом времени, потому что Слово Его неизменно, и Он никуда не исчез, Дух Святой здесь. Давайте позволим Ему увидеть в наших семьях прорыв, успех, развитие, процветание, то, чего мы, может быть, у нас это кажется, это шальная мысль, но кто мы такие? Хоть бы Ишмаэль, хоть бы Ишмаэль. Ишмаэль вон дает джазу Исааку до сих пор. Давайте верить в Исаака, давайте верить в то, что Сара, от Сары и Авраама появится Исаак. Давайте верить в эту глобальную гору, которая хоть и висит на ниточке, но нить эта прочна, прочнее скалы.
прочнее всего, что может быть на этой земле. Эта нить вообще-то нас и приведет на небеса.